Ну что ж, еще раз вас приветствую. Меня зовут Мария Егорова. Я буду вести нашу сегодняшнюю встречу. Немного представлюсь. У меня опыт уже большой работы с биологически активными добавками, с питанием. Я больше 25 лет работаю с БАДами, являюсь сертифицированным диетологом, специалистом по спортивному питанию, антиэйдж питанию, автором онлайн-курсов по питанию и марафонов. Уже более 5000 выпускников прошли мои различные программы по питанию. Вот. И сегодня у меня такая хорошая возможность поговорить с вами о важной проблеме и, самое главное, об ее решении. Это проблема железодефицитных состояний. Дело в том, что в ходе моей практики, когда я еще вела более активно консультации по питанию, да, вот в прошлые годы, часто люди приходили с конкретным запросом: дефицит железа, низкий гемоглобин, низкий ферритин, и говорили: есть у вас что-нибудь? И мы подбирали различные программы, плюс рекомендации по питанию, конечно же, получали результаты, но вот совсем недавно появился продукт, который целевым является и который конкретно решает все эти вопросы. И в конце нашей встречи вы услышите реальные истории людей, которые уже решили подобные проблемы с помощью продукта Биофер. Поэтому не расходитесь, у нас будут гости в эфире из разных городов, даже из разных стран. Это будет очень интересно. Итак, основная функция железа, да, небольшой такой ликбез, потому что часто бывает так, что у людей даже там анализы, диагнозы, я говорю: а вы понимаете, что это, суть в чем? Нет, не понимают. Так вот, основная функция железа – это перенос кислорода во все ткани, во все клетки. То есть это влияет на весь организм в целом. И кроме этого, железо обеспечивает функционирование более сотни белков и ферментов. То есть это необходимый элемент. По официальной статистике на сегодняшний день более 500 миллионов человек имеют железодефицитную анемию. Но на самом деле я бы говорила о более даже больших цифрах. То есть это, по неофициальным данным, более 2 миллиардов человек, потому что многие люди просто, ну, так скажем, недообследуются, они идут к врачу и не знают о своих дефицитах. Когда нужно бить тревогу? Вот сейчас внимательно послушайте, потому что вы можете обратить внимание на своих родных, на своих близких, да, друзей, возможно, не только у себя, но и у них заметите эти состояния, обратите внимание и поможете им предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Итак, что мы можем отнести к симптомам железодефицита? Это, так, говорят, видео не видно. Видно меня? Меня должно быть видно. Я думаю, что все в порядке должно быть. Ладно. Итак, какие симптомы? Вялость, усталость, сонливость, не хватает сил, такая апатия, снижение концентрации, работоспособности, забывчивость, когда человек вот не может подобрать слова, не может сообразить, как-то что сказать. Изменение вкусовых ощущений, когда, например, хочется погрызть лед, понюхать там бензин, понюхать звездку, погрызть мел. Это тоже может быть симптомом железодефицита. Бледная кожа с таким ну, синеватым, голубоватым оттенком, да, синеватость губ, сухость губ и заеды в уголках рта, сухая шелушащаяся кожа, выпадение, ломкость волос, ломкость ногтей, снижение иммунитета, снижение уровня эритроцитов, и на этом фоне рост кандиды и стафилококка. Вот все это может сигналить о симптомах железодефицита. И давайте разберем, почему снижается гемоглобин, да, какие причины вызывают эту проблему. Это дефицит железа, дефицит витамина С и витаминов группы В. Если говорить об образе жизни, то что может способствовать, да, железодефицитам? Это несбалансированное питание. И я здесь хочу обратить внимание на диеты, потому что те, кто сидит на диетах, на низкокалорийных диетах, на диетах, которые ограничивают жестко какие-либо продукты, имеют часто железодефицитное состояние.
Также это вегетарианство, потому что в основном источники железа – это продукты животного происхождения. И, конечно же, это женщины в период беременности, лактации, потому что они, ну, как говорится, делят на двоих, да, все, что у них в организме есть. Также причиной железодефицита может нарушение всасываемости железа, проблемы с ЖКТ, прежде всего с желудком. И здесь, конечно же, на заметку мы берем такие продукты, как метафудбиом, pH-баланс, гипоинк, которые помогут наладить пищеварение, да, кроме биофера, повышенной кровопотери в связи с травмами или обильными месячными, прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Вот. Это все может быть причиной железодефицита. Мне вот пишут, что видео нет, я сейчас, к сожалению, не могу исправить, репетировала, все было, вот. Поэтому слушайте, значит, мой прекрасный голос. Так, также причины железодефицита – это паразитарные инфекции и наличие тяжелых металлов. И часто, знаете, что бывает, люди, ну, такие посмотрели, симптомы есть, ага, беспокоит, пойду в аптеку, куплю железо. Значит, да, пошли, купили, результата нет. Причем у меня были клиенты, которые даже покупали дорогое железо, да, там за 3000 рублей, за 2500 рублей, и говорят, я пью, результата у меня нет никакого. И вот давайте разбираться, почему так, и в этом нам поможет разобраться новый продукт от Genesis, ему всего несколько месяцев, но он ожидал потрясающие результаты, это продукт Биофер. Почему? Потому что он содержит в себе целый комплекс полноценный, который как раз-таки устраняет железодефицитное состояние. Там есть эффект синергии, когда 1 плюс 1 равно не 2, да, а 22. То есть буквально одна капсула в день, не надо там горстями, да, буквально одна капсула в день, и идет конкретный терапевтический эффект, причем без эффекта передозировки, то есть нет такой вероятности, что организм будет перегружен, будет переизбыток железа. Итак, что же у нас в составе этого продукта? Это, во-первых, 3 вида биодоступного железа. И первый из них – это безглицинат хелат железа. Может кому-то показаться сложное такое название, да, но хелатные формы, их начали производить еще в начале 2000-х, и чем они отличаются, там соединяются минералы с аминокислотами. Хелат, он, ну, типа клешни такой, то есть мы представим, что молекула железа, да, она в такой клешне, соединение идет, и проникает такое соединение во все клетки, при этом не нарушая ионный и минеральный баланс клетки. Хелатные формы лучше усваиваются, они усваиваются у тех, у кого непереносимость глютена очень хорошо, они не дают побочек на ЖКТ, потому что часто, если вот, ну, в других комплексах, да, выписывают там большие дозировки, натощак принимается, у кого-то запоры начинаются, у кого-то диарея, наоборот, начинается. Здесь такого нет. И самое интересное, что усваивается ровно столько, сколько нужно. То есть если у человека железодефицит, то усвоение идет 90%. Да? Если, например, нет железодефицита или он небольшой, то просто до нормы, которая нужна для хорошего, да, метаболизма, для компенсации, до этой нормы усваивается. То есть нет никаких передозировок и побочных эффектов. И, конечно же, мы обращаем внимание на то, что может помочь нашему организму усваивать железо, это, сейчас кто-то удивится, физкультура, потому что час физической активности на 40% повышает усвоение железа. Итак, безглицинат хелат у нас в составе биофера. Дальше клеточный сок пихты сибирской. Ну, даже звучит уже впечатляюще, да, и действительно пихта это уникальное, природное, ну, чудо природы, я бы так сказала. Она чрезвычайно богата полезными веществами, сама по себе источник витаминов, минералов. И вот содержит, в частности, этот клеточный сок пихты сибирской, железомальтольный комплекс. Слово вот это для кого-то новое, мальтол – это антиоксидант. И вот как раз-таки в этой связке, да,
легко усваивается, и там идет вот этот мальтоз в комплексе с двухвалентным железом. Быстро поступает в кровь, обладает бактерицидным действием, противогрибковым действием. И подчеркну, вот эта природная форма, она не только дает повышенную биодоступность, но и предотвращает от избыточного накопления железа в тканях. И какие же свойства вот этого компонента, да? Во-первых, защищает от нехватки кислорода, антигипоксическое свойство, регенеративное, повышение работоспособности, стрессоустойчивости. И очень важно, что клеточный сок пихты сибирской, он как раз-таки повышает продукцию интерферона. Это очень сейчас актуальная тема в связи с повышенной вирусной нагрузкой, да, у нас то ковид, то грипп, постоянно что-то происходит. То есть повышает клеточный сок пихты сибирской сопротивляемость вирусам и инфекциям. Это очень важно. Восполняет дефицит железа, повышает гемоглобин и ферритин. Вот в чате был вопрос касательно ферритина, да, это такое депо железа в нашем организме, да, и как раз-таки низкий ферритин, он может сигналить о железодефицитном состоянии раньше даже, да, чем покажет просто анализ на железо. Что еще у нас делает клеточный сок пихты сибирской? Он способствует детоксикационной функции печени. Это очень важно. Вот видите, какой уникальный природный компонент. И нормализует, как бы убирает скопление молочной кислоты в тканях, которое бывает не только при подагре, да, но и при вирусах, высокой температуре, тренировках, да, повышенных физических нагрузках. Это у нас второй компонент. Первый у нас был с вами бисглицинат хелат железа, дальше клеточный сок пихты сибирской. И третий компонент – это хлорелла. Хлорелла – это микроводоросль, она меня вообще влюбила в себя в свое время. Что только не происходило на нашей планете, какие только периоды и перемены не происходили, при этом хлорелла всегда оставалась, да, это ну, одно из древнейших вообще растений, которое есть. Одноклеточная водоросль. И чем же она интересна? Во-первых, она богата витамином С, который необходим для усвоения железа. Установлено, что повышает уровень эритроцитов, повышает гемоглобин, очищает кровь и способствует образованию эритроцитов. Хлорелла в нашем случае биодоступная, то есть много ее не надо. Я подчеркну, потому что часто бывает так, что люди покупают там в таблеточках, да, и нужно пить там по много штук в день, или форма неудобная, когда надо растворять в воде, пить, вкус специфический. Здесь все это вот в одной капсуле, курс на месяц 30 капсул, и все это там содержится по очень доступной цене. Итак, 3 источника биодоступного железа в нашем комплексе Биофер усилены еще витаминами дополнительно для того, чтобы было хорошее усвоение. Витамин С содержится. Он способствует полноценному усвоению железа и превращению его в двухвалентное, которое более такое легкодоступное. Самое интересное, витамин С увеличивает усвоение железа, в том числе и из продуктов питания, да, потому что у нас же еще еда есть, не только капсулы. Укрепляет капилляры и оболочки клетки, способствует выработке коллагена. И еще в составе комплекса у нас В9 и В12. Это необходимые витамины, которые очень часто бывают в дефиците. Я разговаривала недавно с владельцей клиники, которая делает там лабораторные исследования, анализы, и она говорит, вот ты знаешь, говорит, всегда видно, кто пьет витамины БАДы, кто нет, потому что кто не пьет дополнительно там магний, витамины группы В, это всегда жесткие дефициты, то есть не просто дефицит, а прям конкретный. То есть это то, что нужно восполнять постоянно. К сожалению, расход ежедневный, не накапливается с едой, ну, достаточно сложно с нашим качеством жизни, со стрессами там, и так далее, получить суточную норму. И вот в одной капсуле биофера содержится суточная норма В9 и В12. Это очень важно, и как раз-таки железо
железо и витамины группы В – это такая связка, то есть они усиливают усвоение друг друга. И часто бывают железодефицитные состояния, вызванные именно нехваткой, в частности, В12. Какие там симптомы, обратите внимание, да, бывает такое онемение рук, ног. Вот, ну, типа сидела и отсидела, раз хочется там потереть как-то, растереть, да, слабость, утомляемость, ломкость ногтей. И еще вот у кого у женщин нет гель-лака на ногтях, обратите внимание, важно, чтобы была такая беловатая лунка на ногте, да, вот если ее нет, это тоже симптом дефицита В12. Это очень важно, наличие этих витаминов для усвоения железа и для формирования эритроцитов красных кровяных телец. Повторюсь, что одна капсула Биофер содержит 100% от суточной нормы В9 и В12. Это очень-очень круто. Ну что ж, прежде чем мы перейдем к самому интересному, это к отзывам, к результатам, и я знаю, что у нас были люди, которые вот готовы, да, поделиться своими отзывами, вы пока поднимайте ручки, чтобы я вас видела. Так, ой, как вас много. Так, ага, вижу. Подытожим, какие у нас функции комплекса Биофер. Меня, знаете, ну, честно, я когда первый раз услышала об этом продукте, меня просто стало распирать, потому что я поняла, какому количеству людей мы сможем помочь. То есть настолько острая проблема на поверхности, и этот продукт ее решает. И вот какие же проблемы он решает, подчеркнем. Это железодефицитное состояние, это обогащение организма витаминами, макро- и микроэлементами, это устойчивость иммунитета, то, что дает, да, Биофер. И еще был интересный комментарий от врача-офтальмолога, владелец нескольких сетей клиник офтальмологических, что Биофер – это очень важный продукт для зрения, потому что сниженный гемоглобин в том числе является и причиной быстрого развития катаракты, глаукомы, близорукости у детей. Вот такой вот интересный факт. И давайте мы сейчас дадим микрофон. У нас вот Екатерина готова, да? Возьми микрофон, интересно послушать твою историю. Чигаева Екатерина дала возможность взять микрофон. Угу. Да, всем доброго дня. Я хочу поделиться отзывом своей клиентки, очень радостным. Год назад зимой ее ребенку, сыну, 8 месяцев всего лишь сыну, гемоглобин, сдали анализ на гемоглобин и показал всего лишь 92. Сказали анемия и назначили мальтофер. 3 месяца пили, и анализы повторяют, срочно звонят из поликлиники и говорят о том, что срочно приезжайте в больницу, и ребенок может в любой момент упасть в обморок и даже умереть, потому что гемоглобин был всего лишь 62, то есть он упал за 3 месяца препарата, который поднимать должен по факту гемоглобин. Но ребенку делают уколы железа, как мне рассказывали, и выписывают домой, и полгода ребенок пьет сироп Ферумлек, и говорят, что это один из самых лучших сиропов, который восстанавливает как раз гемоглобин, но за все это время гемоглобин не повышается. Как только выходит продукт Биофер, я сразу пишу своей подруге, она начинает давать ребенку в течение месяца, высыпает либо на ложку и дает с водичкой, либо на еду посыпает. И через месяц они сдают анализы, гемоглобин поднялся до 102. Ребенок сейчас красивый, активный, и мама тоже счастливая, потому что здоровье ребенка в приоритете. Вот такой классный результат. Спасибо, Катя, но это невероятно, конечно. И вот, кстати, к слову, хочу обратить внимание на вопрос, мой ребенок ест эти витамины, мой ребенок не ест эти витамины. Если есть задача, мама найдет способ дать комплекс. То есть ребенку, если это маленький, да, можно всегда что-то развести, замешать, уговорить, как-то смотивировать. Если чуть постарше, то объяснять, да, у меня у самой дочке 9 лет, и когда она была малышкой,
но иногда приходилось говорить: доченька, или будешь вот это вот пить, да, или нужно будет идти в больницу и лечиться, там, колоть уколы или ложиться в больницу. То есть, ну, просто объясняешь, и ребенок понимает. Но когда малыш, это, конечно, вообще полностью ответственность мамы. И спасибо Екатерине, спасибо той маме, которая вот зацепилась за эту возможность и улучшила жизнь малыша своего. Галина, Сафронкина Галина, сейчас вам слово, берите микрофон, включайте Добрый день камеру. всем. Меня зовут Галина Сафронкина, 62 года в крае. Я хочу рассказать, как мне помог Биофер. Я начала пить Биофер с середины марта. У нас это время как раз начало сельхозработ, и в своей усадьбе очень много дел, труд тяжелый, и, конечно, очень быстро устаешь. И вот тут Биофер как раз стал прекрасным помощником. Он, я скажу, даже почти мгновенно снимает усталость и дает энергию, ну, как будто батарейку подзарядила. И еще у меня была проблема, у меня на ногтях продольные полоски, и вот один ноготь лопался постоянно. Ну, это неприятно, во-первых, это больно, и вообще за все цепляется. Что я только не делала, но результат был один. Приходилось срезать его под самый корень. И вот чудо, 3 месяца, бороздок почти нет, сошли на нет, а самое главное, этот ноготь, он не лопается, нормально растет. Я очень довольна, результат просто великолепный. Всем рекомендую, потому что это на самом деле чудесная вещь. Большое спасибо. Благодарю, Галина. Вот фантастика, да, всего одна капсула в день, и сколько решается задач по здоровью. Я хочу вам, пока Галина говорила, сходила за баночкой Биофера, у меня одна на кухне открыта, одна в шкафчике уже закрыта, потому что этот продукт мы принимаем, конечно же, всей семьей. А сейчас у нас география, смотрите, какая интересная, Узбекистан, Краснодарский край. Сейчас мы с вами отправляемся в Корею. Анатолий, берите микрофон и поделитесь вашим отзывом. Так, всем привет из страны утренней свежести. Вот, я хотел бы, сегодня очень хорошая тема по интересному продукту, я хотел бы поделиться результатом. Вот, не получилось, чтобы напрямую вышла непосредственно клиентка. Вот, значит, девушка 40 лет, это Южно-Сахалинск. Вот, сдавала анализы на гормоны, потому что, ну, подозрение было на это, усталость, там, недомогание, ей хватало, вот, в системе МД работает, постоянно бумажная работа. Вот, и она сдает анализы, заодно анализы по крови. И как в декабре месяце, нет, даже в январе, вот когда появился этот продукт, она говорит: Анатолий, здравствуйте, вот сама лично позвонила, у меня вот тут анализы по крови, значит, ферритин 8,5, значит, гемоглобин 85, вот, и такая вся озабоченная, врач сказал низкий. Я говорю: так это низкий, это вообще катастрофически низкий, потому что я, насколько знаю, там 20, от 20 до 100 норма, там, в зависимости женщина-мужчина, вот, и, ну, я-то наседаю: вы что делаете для этого? Ну, понятно, что железодефицитная анемия, я наседаю на наши коктейли, там, по 5, по 4 ложки, потому что там маленькая доза очень железа была, ну, я это себе и позволяю, и это мне нравится. Вот. Ну, а ей вот 6 такой густой коктейль, вот ей вот вообще никак. И вот как раз появляется наш продукт, я говорю: попробуй. Особо как-то вот ассортимент очень большой, я много ем продукты. И вот, и буквально через месяц она звонит, такой озабоченный у нее голос, я думаю, что-то, наверное, произошло, может быть. И вот она говорит, что там прописали таблетки, я их ела с содержанием железа. Вот. И вот эту баночку она взяла на пробу, кушала дочку, у дочери тоже пониженное давление, кушала с дочерью, значит, по одной капсулке они каждый вечер, вот, и то забывали иногда. И вот проходит месяц, и она вот показывает мне этот результат. Значит, ферритин у нее там почти 30 через месяц, вот, гемоглобин 130, какая-то появилась энергия, легкость. Вот. А у меня за месяц использования, я потом только очнулся, потому что все 30 капсул там, я это все проглотил по 2 штучки, там буквально за 2 недели.
Но единственное, что у меня всегда были такие фиолетовые губы, знаете, да? А сейчас они чуть-чуть порозовели. Вот, спасибо большое за внимание. Да, спасибо большое, что поделились. Это действительно очень ценно, очень важно. И хочу поделиться еще вчера в чате в нашем командном. Одна женщина прислала такой результат до и после. Вот, класс, вот сейчас мы вас видим. И ваши губы видим. А, да, я, наверное, не переключился, да, на видео, да, очень И приятно. не синие, Так, Настя, действительно. Да, Комсомольда, да, Алексеева. спасибо. Все, можете Всего хорошего, до отключить. свидания. Отлично. Ну так вот, вчера в нашем командном чате женщина прислала до и после, я потом пришлю в чат биохакинг, женщина принимала только одну баночку биофера, и у нее вообще она как будто омолодилась даже, да, ушли мешки, синяки под глазами, другое лицо и взгляд даже другой. Вот, потому что действительно часто, когда нет ресурса у организма, там нет ни настроения, ни целей, ни желаний. И еще у нас есть Алевтина. Алевтина, хочу вам передать микрофон. Поделитесь, пожалуйста, вашим отзывом. Андреева. Здравствуйте, дорогие участники нашего видеочата. Меня зовут Алевтина Андреева, я из города Волгограда. И по профессии я врач и хочу поделиться результатом тоже своих пациентов, но в частности как раз по проблеме анемия. Хочу сказать, что биофер продукт очень ожидаемый и очень важный даже в плане вынашивания беременности, потому что если гемоглобин низкий, ферритин низкий, женщина не забеременеет. И вот моя клиентка, ей 46 лет, у нее прекратились месячные раны достаточно. И когда мы посмотрели анализ крови, у нее был гемоглобин 79, ферритин нулевой, и средний объем эритроцита был 65 и 8, то есть это ниже нормы. То есть маленькие такие эритроцитики бегали, конечно, кислород не доставляли. Работа у нее тоже бумажная, достаточно такая интеллектуальная, много нужно затрагивать энергии, и у нее была и слабость, и усталость, и плохой сон. И когда появилась спирулина, мы начали с нее поднимать гемоглобин, а как только появился биофер, подключили уже биофер. Если на спирулине у нее поднялся до 97 грамм на литр гемоглобин, средний объем эритроцита стал 73, подтянулись эритроциты, но ферритин был все равно маленький, 73, ой, сейчас скажу точно, ферритин маленький, 8,9. Меньше нормы, то когда она пропила, причем нерегулярно, забывая иногда выпить капсулу биофера, одну капсулу в день, у нее гемоглобин через месяц был уже 133, ферритин 42, и объем эритроцита вернулся в норму. Это очень хороший показатель, а самое главное, нет вот тех побочных действий от препаратов железа, которыми она до этого пользовалась и поднимала гемоглобин. То есть нет запоров, нет тошноты, нет боли в кишечнике, что вызывают препараты железа лекарственные. Ну, просто восхитительный наш продукт, и очень-очень рекомендую всем. Спасибо. Алевтина, спасибо большое за ваш опыт. Я что-то аж даже растрогалась, пока вас слушала. Думаю, господи, как круто, что есть такие технологии, что есть такие формулы, когда человек, не меняя свой образ жизни, просто одну капсулу в день кладя в рот, может решать такие серьезные задачи по здоровью. Очень важно, обратите внимание, в завершении, что я хочу сказать. Есть особенности приема этого комплекса. Даже на баночке написано «прием от 3 месяцев». И кто-то скажет, как у нас бывают такие знатоки, что это маркетинговый ход, да, чтобы больше продать этих баночек. Нет, это не так. Есть определенное время для любых процессов. И для того, чтобы обновить пул эритроцитов, нужно 3-4 месяца как минимум. То есть
Я обычно клиентам говорю, если вы даже месяц пропили, и у вас показатели улучшились, это не значит, что вам надо перестать. Продолжайте прием обязательно для того, чтобы, ну, перезапустить, так скажем, да, вот этот процесс. Также важно, что ухудшает усвоение железа чай, кофе, фитин, источники кальция, яйца, творог, кисломолочные продукты. Поэтому рекомендуется разносить на 2 часа прием, но либо принимать просто между приемами пищи. Это тоже как вариант, в принципе, вполне имеет место быть. И что хочу сказать. Поздравляю вас с тем, что вы узнали об этом продукте. Я надеюсь, что вдохновились, что расскажете об этом вашим близким. И часто бывает так, то, с чего мы начали, да, что человек привыкает к низкому качеству жизни. Кажется, что усталость – это нормально, нет сил, апатия, какое-то такое состояние – это нормально, да, бледное – это нормально, я же в городе живу. Нет, это не так, это все не норма. И у нас есть с вами продукт, который позволит отвыкнуть вот от этих вот непонятных состояний и привести здоровье своего организма в норму. Поэтому будьте здоровы, всех благ и всего самого наилучшего.